In the name. Roller! Open, Lord, the gates of hell and come from your blessed abyss. Альянс – древнейшая раса мира битв за славу. Раса с незапамятных времен известна своими искусными ремесленниками и музыкантами, воинами и поэтами, а их оружие считалось самым лучшим и современным. Эльфы являются не только величайшими чародеями, но и учеными, обучавшими первых друидов в совершенстве постигшими законы природы и умеющими ею управлять. Они обладают всесторонним знанием о целебных и энергетических свойствах растений и используют их для лечения различных заболеваний, смертельных ран и при совершении заклинаний. Источником магии светлых эльфов является сама природа. Она наделила магов невероятной скоростью чтения заклинаний, особой связью с водной стихией и лесами. Многие тысячелетия, проведенные за совершенствованием военного ремесла, сделали из эльфов непревзойденных воинов, а их лучники стали настоящей легендой. Воины Альянса обладают повышенной ловкостью, точностью и скоростью бега. Легкие, как ветер, они без труда способны настигнуть даже самых прытких врагов. Благодаря родству с природой эльфы получают дополнительную защиту и эффективность лечения на территориях предков, в лесах и святых долинах. Древнейшая столица на континенте – город Священного Дуба. Тщательно оберегаемый, он стал воплощением красоты и изящества, прекрасно сочетая в себе архитектуру светлых эльфов и живописную природу. А теперь, уважаемые игроки, рассмотрим профессии Альянса. Чемпион – лучшие воины Альянса, в совершенстве овладевшие острыми, как алмазная грань, парными кинжалами – это чемпионы. Облаченные в легкие доспехи, эти воины стремительно и беспощадно атакуют своих врагов, используя поддержку сил природы. Благодаря особым навыкам чемпионы способны прийти на помощь любому товарищу на поле боя или становиться неуязвимыми, сдерживая самые сильные атаки врагов. Данный вид воинов обладает наименьшим контролем, но это компенсируется быстрым бегом, что позволяет быстро настигать противника и убивать его, или же скрыться от группы противников. Элементалист. Искусные маги, в совершенстве овладевшие управлением стихией воды, гордо именуют себя элементалистами. В помощь себе они призывают верных помощников элементалей, которые, в свою очередь, усиливают своего хозяина, придают заклинаниям уникальные дополнительные эффекты и в любой момент готовы спасти от неминуемой гибели. Элементалисты в критической ситуации могут отдать приказ своему элементалю повергнуть противника в шок или отбросить от себя несколько противников, что даст время им собраться с силами и снова вступить в бой. Кроме этого, элементалисты обладают прекрасной магической атакой и защитой, что делает их невероятно опасными противниками не только для воинов, но и для магов. Храмовник. Отважные воины, облаченные в тяжелые доспехи, зовутся храмовниками. Они – истинные служители света на континенте. Главной особенностью этих воинов являются молитвы, с помощью которых они укрепляют свою защиту от атак врагов, а также призывающие себе в помощь духов природы, которые являются в обличии кристаллов. Эти кристаллы исцеляют храмовников, позволяют поражать противников на расстоянии и придают невиданные силы для сокрушительных атак тяжелым мечом. Невероятная сила, стойкость, умение залечивать раны прямо во время боя и способность молниеносно сокращать дистанцию до врага приводят в ужас даже самых отважных противников. Рыцарь света. Упорные тренировки превратили слабых светлых эльфов в выносливых и бесстрашных воинов, а искренние молитвы укрепили дух, позволив выдерживать самые опасные атаки воинов, магию и стрелы лучников. Выносливые и отважные рыцари света сражаются на передовой, сдерживая натиск врагов, и прикрывают отступление своих отрядов, делая их незаменимой частью эльфийской армии.
Алмазная броня позволяет держать на себе урон от десятка противников и не склонять голову вниз. Обладая одноручным мечом, рыцари способны рассекать плоть противника, вызывая кровоточащие раны. Умения контроля были познаны ими с младенческих лет. Благодаря этому они не упустят противника из виду и позволят обезоружить его быстро и эффективно. Разведчик. Верные стражи границ эльфийских земель, в совершенстве владеющие искусством стрельбы и имеющие особую связь с лесами, стали разведчиками. Их мастерство и особые знания позволяют буквально растворяться среди деревьев. Сама природа сражается на стороне разведчиков, в случае необходимости запутывая ноги противников в корнях травы. Скорость, коварство, умение парализовать врагов, ослаблять их броню и способности исцеляться даже во время боя сделали этих бойцов невероятно опасными. Работая в паре со снайпером, оба лучника получают значительные усиления и идеально дополняют друг друга. Снайпер. Ремесло стрельбы, отточенное до совершенства, выделяет снайперов среди остальных лучников мира. Они способны атаковать врагов с огромного расстояния, а любовь к природе и навыки врачевания помогают им исцелять свои раны прямо на поле боя. Древние заклинания, созданные для усиления стрел, даруют способность пробить любую броню противника. Снайпера имеют очень быстрый бег, что позволяет им держать противника на безопасном расстоянии и атаковать его без ущерба себе. Массовые умения способны поражать несколько противников и наносить фиксированный урон. Магистр. Боевые маги светлых эльфов, достигнув совершенства в контроле над стихией воды, могут получить профессию магистра. Ходит легенда, что перворожденные эльфы способны вызывать настоящие водопады, которые массово атакуют и вводят в шоковое состояние врагов. Покровительство природы, помощь предков и усердные тренировки позволили магистрам управлять разрушительной стороной стихии воды. Магистры способны призывать фонтаны, которые максимально увеличивают магическую атаку, что позволяет наносить сокрушительные удары врагам. Могущественные маги способны усыпить, парализовать и отбросить, нанося огромные повреждения множеству противников. Менестрель. Прекрасное пение птиц, журчание вод и шепот лесов создали славных воинов, способных поднимать боевой дух своих товарищей и атаковать врага, используя особое пение, которому они обучаются с колыбели. Дивные мелодии способны усилить союзников, давая эльфам значительное преимущество на поле боя. Используя легкую броню, эти воины быстро настигают противников, а смертоносные гимны заставляют врагов замерзать в тот же миг, делают их уязвимыми для атаки подоспевших товарищей. Менестрели обладают повышенной стойкостью и имеют повышенный уровень жизненных сил, что позволяет выдерживать даже самые сильные удары врагов. Ментальный кузнец. Эльфийские украшения, доспехи и оружие издавна стали легендами. Ментальные кузнецы не остановились на изучении магии воды. Они также познали себя в искусстве ремесла, что дает им возможность создавать броню и оружие для светлых воинов. Особая связь с природой позволяет им призывать на помощь деревья грома, незаменимые в обороне от превосходящих сил противника, способные парализовать приблизившихся врагов. Магическое семя, заботливо выращенное на поле боя, защитит союзников от магии и стрел. Мудрец. Врожденная тяга к знаниям, покровительство самой природы и упорные тренировки стали уделом мудрецов. Они – истинный источник знаний, накопленных эльфами за тысячелетия. Изучая новые заклинания, чародеи делают записи в своих магических книгах, которые потом используют в сражениях.
Благодаря отменной подготовке мудрецы способны обнаруживать недостатки в броне противников, снимать проклятия, накладывать благословения, восстанавливать боевой дух и даже воскрешать мертвых товарищей на поле боя. Находясь на волосок от смерти, мудрецы способны полностью восстановить свои жизненные силы, а в критической ситуации создавать магические порталы, дабы спасти союзников от неминуемой гибели. Охотник. Связь с суровой и прекрасной первозданной природой, невероятно острое чутье, верный спутник-волк и годы упорных тренировок сделали охотников опаснейшими противниками. Хитроумные ловушки остановят противников. Развитая интуиция позволяет обнаружить слабые места в броне противников и наносить значительно больше повреждений. Бесстрашные волки домчат быстрее ветра и будут сражаться до последней капли крови. Излюбленное оружие охотников – острые клинки. А с помощью мощных боевых заклинаний эти воины призывают смертоносный магический лук, позволяющий нанести серьезный урон любому противнику. Невероятно высокая скорость передвижения позволяет охотнику с комфортом собирать ресурсы на просторах мира. Оракул. Эльфийские волшебники, в совершенстве овладевшие искусством исцелять раны, гордо именуют себя оракулами. Эльфийские лекари недаром известны как лучшие в своем ремесле. Откликаясь на молитвы оракула, духи природы излечивают самые сложные раны, снимают любые проклятия и наделяют невиданной мощью себя и своих соратников. Боги даровали оракулам способность воскреснуть на поле боя или даровать благословение товарищам. Быстрые как ветер, эти маги способны спутывать корни трав и деревьев, замедлять скорость передвижения, снижать защиту и лишать противников жизненных сил. Псионик. Веками накапливая и совершенствуя знания древних в архитектуре и инженерии, избранные воины стали именовать себя псиониками. Их особенностью является особая осадная мощь. Призывая дендроидов, они разрушают вражеские сооружения в считанные минуты. Глубокая вера и любовь к природе не осталась без внимания богов. Псионики обрели самых чистых и верных союзников – единорогов, которые помогают в бою атаковать противника, а верные пикси всегда готовы прийти на помощь и отвлечь противников. Псионики изучили древние мантры призыва, что позволяет вызвать союзника к себе на помощь в любой точке мира. Овладев парными клинками, способность наносить быстрые и точные удары по врагам. Следопыт. Даже среди эльфов встречаются истинные авантюристы и искатели приключений. Умение моментально скрываться от вражеских взоров, ловкое обращение с замками, любовь к сокровищам и искусное владение острым кинжалом делают следопыта невероятно опасным противником. Ветер даровал следопыту свою скорость, сделав его самым быстрым воином на континенте, а особые способности обезоруживать противников издавна воспеты в легендах. При убийстве противника следопыт способен опустошить его карманы, а иногда даже завладеть его оружием. Обладая острым клинком, быстро и беспощадно наносит критические удары в спину. Способен молниеносно скрыться в тени деревьев так, что даже самые зоркие враги не смогут увидеть его. Заклинатель. Во все времена раса светлых эльфов славилась своими магами воды, способными уничтожить великое множество врагов. Но лишь познавшие суть стихии научились повелевать холодом. Заклинатели способны сковывать движения врагов, не давая им ни малейшего шанса на выживание. Самые опытные воины расстаются с жизнью, угодив в ледяные ловушки заклинателей. Познания целительной магии позволяют не только заморозить противников во время боя, но и спасать жизни союзников, окутав их льдом. Умение ослабить врагов и нанести кровоточащие раны осмеливающимся их тронуть делает заклинателей невероятно опасными противниками. Сами же эльфы считают большой удачей, когда в их роду проявляется талант к контролю не только воды, но и холода. Альянс светлых эльфов – лучшее подтверждение тому, как обманчива бывает внешность. Хрупкие и изящные, эльфы на поле боя оказываются бесстрашными и кровожадными противниками.
Они славятся своими маневрами на открытой местности, невероятной скоростью бега, точностью и ловкостью. Прекрасный осадный потенциал заставил умыться кровью даже самых подготовленных врагов. Могущественные маги Альянса известны по всему миру не только благодаря мощнейшей древней магии, но и скорости произнесения заклинаний. Множество уникальных профессий позволят вам найти идеальный класс, максимально соответствующий вашему стилю игры.